Всем привет, здравствуйте. Сейчас посмотрите несколько бесед, пару бесед коротких. Так просто показать их сущность, вот эту вот пустую, да, пустую. А дальше там коротко Виталька, потомок Клима Чугункина. И пару умных дедов, короче, которые вот там вумничают. Приятного просмотра. Ни горе, ни беда, Виталька, будем за мой кариес или за Ильина? Да отсутствие мозгов твоих будем. Да это у тебя мозга нету. Что ты мне тогда накидал? Книжка на столе у Путина и утек. Типа Ильин, то, что он националистом был, вот это ты имел в виду? Фашистом, а не националистом, бля. А ты читал вообще, ознакомливался с его работой? Да. О чем речь идет? Ну слушай, давай, чтобы не быть многословным. Да, не, короткими просто... Слушай, ты знаешь, что такое бэдкомедиан? Блогер, который в России живет. Да, он топовый блогер, ну, чтобы ты понимал, у него там 7 с чем-то миллионов подписчиков. Да? Ну, я не смотрю, но я знаю, о ком идет речь. Если тебе интересно, зайди к нему, забей убивание или не нафиг, и там буквально за 30 минут ты все узнаешь. Этот человек это все разбирал. Это обычный фашист, который до 41-42 года поддерживал открыто Гитлера, да, Геббельса, да, это все. Да. Потом он выехал в Швейцарию, опять поддерживал. И осуждать Гитлера уже начал где-то за 2 или 3 месяца до окончания войны. А почему он начал фашизм, осуждать? Ну, говоря о жертвах, там, какие жертвы там были, Гитлер. Когда он наглядно, до этого увидел, он это все оправдывал. Ну, потому что он теоретик, он философ, он, смотри, его когда выгнали, он же в институте работал. Как Геббельс тоже был теоретиком. Нет, ну подожди, у Геббельса была возможность знать обо всех действиях его армии, что происходит. А тот профессор в институте сидел, и, кстати, за что его с института поперли, ты в курсе? Ну так я знаю, за что поперли. И что он сидел? Ты хочешь сказать, что он не знал, что творили немцы? Я думаю, он не знал о концлагерях, о том, что там происходит. И при том, что он в конце он осудил все это. Послушай, почитай его журнал «Колокол», где он был главным редактором. Посмотри, кого он там печатал. Потому что без его ведома там не могли никого напечатать. Послушай, зачем ты мне расскажешь? А по какой причине его турнули с института? Блядь. Накидать на вентилятор и уйти. Да, он отчасти прав в том, что этот человек там фашист, националист. Но тут дело в том, что я сейчас немножко поясню, что этот человек, вот что значит быть русским. Он на все это дело смотрел через призму религии, через божественный луч, как он сам это описывает. То есть в его национализме не было ничего плохого в том смысле, что какой-то народ выше, какой-то народ ниже. Он это рассматривал, что у каждого народа есть свое предназначение в этом смысле, что Господь в своих, так сказать, замыслах наделил каждый народ чем-то своим особенным. Вот в чем заключалась его идеология. Это я очень грубо, очень поверхностно. Ну, как всегда, впрочем. И дело в том, что подтверждает, кстати, нам? А подтверждает нам об этом то, что не просто это его как бы домыслы и слова, а когда его просят, он, будучи в Германии, работая или служа, как это говорится, я не знаю, скорее всего, работая, да, в институте этом, его просят заняться антипропагандой по отношению к иудеям, к евреям. И он отказывается. Отказывается по причине, он же понимает, что национализм его взглядов и национализм тогдашней Германии это вообще разные вещи. Он отказывается, поэтому его увольняют, и он переезжает, скорее всего, я не знаю сейчас, это вот тут мой домысел, скорее всего, поэтому он переезжает в Швейцарию. Потому что как бы в Германии ему больше
ну, закрепиться негде. Он, будучи русским человеком, находясь в Германии, отказывает националистской, вот этой геббельсовской всей шушере, комитету ихнему, не боится. Только из-за своих убеждений, что нету людей низшей или высшей расы, а есть у каждого народа свое предназначение. В этом смысле. Ну, тут они уже не хотят дальше размышлять, им надо накидать, поэтому он уходит и переключает. Эх, Виталька, бэдкомедиан для него авторитет. Вы понимаете, да, бэдкомедиан для него авторитет. Он все разобрал, кто-то там сделал свои субъективные, впрочем, как и мои, да, тоже субъективные домыслы, помыслы. И это все при том, что этот человек, о ком он говорит, в конце своей жизни он осудил, он пришел, ну, принял решение, что это все неправильно. Это тоталитаратизм, или как он правильно-то произносится, господи, боже мой. Тоталь, короче, Капутский. Здравствуйте. Привет. Почему вас так улыбнуло? Ну, потому что ты живешь в России, а поставил прапор України. Для чого ти це робиш? Ну, вы немножко заблуждаетесь. Я живу в Германии и поставил прапор Украины. А, тоді я, ну, тогда вам на русском удобно. Тогда я перепутал просто. Но я вижу, что вы не в Украине живете, поэтому... Я не в Украине даже живу. Я в Украине не был никогда. Хотя имел, так сказать, мечты посетить Одессу, да? Но, судя по всему, несбыточно. Сейчас лучше не... Нет, почему? Сбыточное просто не сейчас, немножко позже. Ну, я не знаю, вы не знаете, да, кто я? Нет, не знаю, кто Ну, вы. это не суть. Я блогер просто, который ведет, так сказать, деятельность, направленную против фашистского режима Зеленского. А, в этом плане, понятно. А как канал ваш называется? Я пойду почитаю потом. Сам себе на уме. А, сам себе на уме. А вы знаете основные признаки фашизма? Да, вы издалека, ой, не издалека, сначала хотите. Конечно, знаю, там есть и характеристики. Ну, и назовите мне, в чем в Украине, какие вы увидели в Украине признаки фашизма? Героизация такого персонажа, как Бандера. Серьезно? Конечно. Это признак фашизма. Но если для людей этот человек является героем, человек, будучи националистом и фашистом, то тут автоматически... Давайте еще раз. Вы как признак фашиста назвали то, что человек является фашистом. В чем он является фашистом? В чем фашизм его? Я вам напомню, фашизм имеет определенные признаки. Точного определения фашизма нет ни у кого. Но я буквально 2-3 ролика назад... Секунду. Есть некоторые признаки фашизма, их, допустим, там 15 штук. И фашистской страной считать только если совпадает штук 13 из них. Я вам рассказываю, еще раз задаю вопрос. Какие признаки фашизма, списочек, есть, присутствуют? А вас, смотрите, мне знаете, что очень интересно? Вы когда поднимаете Вы, я имею в виду не лично вас, а человека как оппонента, как с той стороны. Вы берете какую-то тему удобную, пользуетесь ей, понимаете? Как вы это видите, не как это общепринято. Подгоняете. Вот мне нравится, мне хочется поговорить о ваших... Вы увиливаете. Вы сказали, в Украине фашизм. Да. Фашизм. Вы сказали. Я вас как прошу обосновать это. Вы увиливаете. Какие признаки? Вы хотите Подождите, вы хотите... Конечно! Академическое обозначение? Да, вы историк. Вы кто? Вы историк. Я блогер, простой человек, такой же, как и вы, который просто решил этим заниматься. Подождите. Не заговаривайте. У вас фашизм и национализм, да, характеристики. У вас есть право выбора? У вас, как у гражданина Украины, есть право выбора?
Давайте еще раз. Вы назвали. Мы не Во-первых, будем употребили сейчас с слово вами «режим», значит, по секунду. кирпичикам Вы употребили обозначать слово- вот это секунду. то, вот это то. Тему- смотрите, Я тему устал с подняли этим заниматься с подняли вами. вы, Давайте а не- сразу с конца. У вас, как у гражданина Украины, свободной, Давайте так сказать, Как цивилизованной только страны, я на ваши есть ли у вопросы вас ответил. право выбора? Смотри, я на твои вопросы ответил, а ты на мой ни на один не ответил. Я тебе Я повторяю. вам свой пояснил, единственный почему. вопрос. Какие Я не признаки буду фашизма играть в Украине игру ты по увидел? вашим правилам. И Ты мою балабол, доброту, ты сказал мою слово. доброту Смотри, вы смотри, воспринимаете я как смотри, я тебе выключу слабость, звук, ты понимаешь? должен видеть, у тебя Поэтому премиум, я мы тебя будем не разговаривать слышу, по моим я тебя не правилам слышу. или по общепринятым. А мне плевать, слышишь ты меня Смотри, или нет. Ты мне употребил звук отключил? термины, значения которых ты не знаешь, и мне звук предлагаешь отключил? мне продолжать беседу с таким фундаментом, основанный на твоих Ты мне каких-то звук пустых отключил? словах. Такой ты блогер? Ты мне Ну, звук... тогда не блогер. Пошел в баню тогда, если ты мне звук отключил. Все, да? Давай, сливайся. Включи давай, звук. Все? Звук включил? Выключил. Если ты ответишь на мой вопрос, махни рукой, я тебя включу Да сразу. пошел ты в жопу, блядь, махать тебе рукой, короче. Дурачок, блядь. Махни рукой, блядь. Я тебе махну, блядь. Здорово. Тоже дяденька улыбается. Да. Слушай, ты что не свой флаг к себе повесил? Вот дюже, так сказать, хочу я пропагандировать, так сказать, распространять свободы цивилизованной Украины. Так ты флаг повесил не свой. У тебя там свой флаг, там какой-то другой. Не украинский. У меня немецкий там должен быть стоять. Не, честно говоря, украинский висит. Ну, я знаю, я VPN включил как будто с Украины, но вообще я с Германии. Ты из Германии? Да. А как вы определили, Слушай, что сколько сейчас это... пошел? Что? Да. Слушай тебя, друг, что там? А как вы определили, Слушай. что флажок не настоящий? Ну, честно говоря, у меня за ним светится российский. Вот он украинский, а там как тень такой российский. А, вон оно что. Ну. Ну вы знаете, да, Да. что я блогер? блогер? Поэтому и улыбнулись, когда только мы встретились с вами. Слушай, ты блогер где? В Ютубе? В Ютубе где ты блогер? Ютуб. В ТикТоке? Ютуб. В Ютубе ты блогер? Да. Слушай, а как называется твой там канал, я знаю. Первый раз я вижу. Я вам после скажу, после нашей беседы. Ты уверен, что беседа будет? Я что-то нет. Тогда вы знаете, с кем... Я не верю. Тогда вы понимаете, знаете, с кем общаетесь и не готовы к разговору. А, ты типа там какой-то финдиперсовый блогер какой-то или что? Вообще ни при чем тут финдиперствовость моя, и не финдиперствую я. Слушай, ну я с тобой время не потеряю. Откуда я знаю, какие цели вы, так сказать, хотите добиться? Может, потеряете, может, не потеряете. Ну ты грамотный, ну ты умный человек, с тобой будет интересно поговорить, правильно? Ну, давайте скажем так, самооценку давать себе высокую или хорошую, ну, это неприлично. Я считаю себя не глупым человеком. Слушай, а 7 на 8 сколько будет? Ой, блядь, даже один и то, вы хотя бы меняете ее, вы цифры хотя бы меняете. Ну хорошо, давай 8 на 8. 8 на 8. 8 на 8, 64. А то Так, было а 7 на сколько? 8? А то было сколько? 50? 50, давай, дед, помоги 54. мне, помоги мне. 54. Нет, 54. нет, не 4. 7, 8, 54? На сколько? 6. А, 56 уже, ну видишь. Ладно, друг мой, я докушал. Тебе Это пока. 3 в кубе, 3 в кубе, сколько?